Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же следит за вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. Так, давайте-ка еще продолжим с вами знакомиться. И напишите ко мне в комментариях. Давайте-ка вот, какая у вас сейчас погода, вот сколько у вас градусов, напишите, потому что у нас как-то вот то ветер, то холодно, то жарко, ну такая непонятная погода, вот напишите, да? Вот просто о погоде поговорим сегодня. Что у вас творится, что происходит у вас с погодой? Говорят, пылевые бури, да, вот по миру путешествуют из самой пустыни Сахары. Есть у вас такое или нет? Итак, в каких энергиях вы пребываете? Так. Кардинальные перемены, произошедшие в вашей жизни. Причем эти перемены касаются женщины, семьи, да, это может быть расставание, это развод, разрыв, ну и все, что сюда подходит. Причем может даже у некоторых проигрываться, что вы мечтали даже о ребенке с этой женщиной, но либо же не сложилось, да, там, ну, планировали детей, да, у кого-то, может быть, вы планировали второго ребенка, если не было детей, может быть, вы просто планировали, но как-то либо не сложилось, либо не получилось, да, вот. Ну, то есть вы такой очень семейный человек. Вам бы хотелось вот еще семью. Вот именно не просто любовь, да. То, что вам чистой, большой такой взаимной любви хотелось, это однозначно. Но вы, я думаю, вот, ну, если позволяет возраст, ну, плюс финансы, конечно, то я думаю, вы были бы не против еще детей родить, так сказать, уже в новых отношениях. Вы очень такой активный человек. Ну, обычно я таких называю фигара тут, фигара там. Да? Вы постоянно мчитесь куда-то. Энергии хоть отбавляй. Другое дело, что ну, не очень хочется тратить эту энергию, потому что вот когда возле вас нет любимой женщины, да, вот любимого человека, то как-то особо не хочется и суетиться. А вот сейчас пошли вам новую женщину, новые отношения, да вы бы сейчас как живчик бегали, вот вы бы ее опять залюбили. Вот однозначно. Вы бы из новой женщины снова сделали бы королеву. Вот все равно, вот как бы там ни было, но я не вижу, чтобы вы какие-то особо уроки извлекли, потому что, ну вы добряк по своей натуре. Вы добряк, да, вам сделали больно, вам сделали, ну то есть обидно, удар ниже пояса, это все вы пережили. Но тем не менее, вот вы бы так же само холили и лелеяли новую женщину. Но это однозначно. То есть вы сейчас вот еще находитесь в предвкушениях уже новых отношений. Вот вам хочется новую женщину, новую семью. Именно стабильную женщину я имею в виду. Так, давайте-ка посмотрим, кто же следит за вами, да? Какая женщина пожаловала на расклад, которая следит? Давайте попробуем ее коротко описать. Эта женщина одинокая, но она, знаете, вот она с характером. Я не могу сказать, что она вот белая пушистая. Я думаю, она даже сильнее, чем вы по характеру. У меня почему-то такое ощущение, что вот какой-то период она точно так, как вы, себя как будто бы вот, ну, в добровольное заточение отправила, что ли. Давайте уточним, почему. Что случилось? Да, вот она была красоткой. Она тоже очень, очень даже неплохо жила, я вам скажу. У нее была семья. Но сейчас ее жизнь вот как-то наполнена и страхами, и переживаниями, и страданиями. Почему? Причем это было предрешено у нее по судьбе. Она впахивала, как папа Карло.
Эта женщина, ну, она и с характером, и довольно такая вот она выносливая, как для женщины. Я думаю, она даже детей сама тянет, может даже двое детей проигрываться у нее. Вот у нее очень непростая сейчас жизнь. Что это за женщина, да, и почему она за вами следит? Мне прям самой интересно стало, кто это такая, да. Давайте-ка вот наводящий вопрос, мне прям интересно, думаю, вам тоже, как вы с ней вообще связаны? Либо же где вы пересекались, да? Что это за женщина, где вы пересекались с ней? Смотрите, это человек, ну вот как-то вы связаны, опять же, либо это по работе, вот что-то вот денежно-финансовое мне идет. Вот что-то денежно-финансовое идет, но она не рядом. Вот она не рядом. Это может быть, я не знаю, у каждого своя работа, либо же это ваш какой-то филиал, да, либо же по работе, может быть, вы ездите там, ну вот как экспедиторы, допустим, да, вот к примеру, по разным там магазинам, либо еще куда-то там вот ездите, вот где-то вы пересекались. Причем, знаете, вот как-то интересно, она вам помогала. Вот она помогала, когда вы вот с ней, ну, периодически пересекаетесь, да? Она вам чем-то помогала, я имею в виду не по финансам. Это был какой-то либо совет, ну, какая-то подсказка, вот именно какая-то помощь идет вам. Был такой период, да, это мог быть один разговор, вот когда вам было плохо, когда вы были в таком упадническом настроении, она чем-то вам помогала. Она пыталась, может быть, советом поддержать, может быть, просто, ну, знаете, вот как добрым словом как-то поддержать. Это однозначно. Но вот что-то мне идет снова. Вот уже не в одном раскладе такое было, что либо же это работа, да, финансы вот по работе, либо денежные вот какие-то рыночные отношения. Давайте все-таки уточним. Мне прямо интересно, вот это работа, либо же это просто там, где вы расплачивались. Это работа. Нет, все-таки, наверное, это больше я склоняюсь там, где вы за что-то. Да, вот видите, оно с деньгами и работа вроде бы, да, вот платится, деньги за работу. Все-таки больше мне идет, это где-то что-то вы оплачивали, там вы и состыкаетесь с этой женщиной, пересекаетесь. Это тот же магазин, парикмахерская, рынок, там, ну, все что угодно, там, где вы какую-то плату вносите. То есть вспоминайте, где, может быть, вы слово за слово, может быть, продавец у кого-то знакомый, может быть, там, я не знаю, доктор платный, да, сейчас доктора тоже платные есть. Ну, то есть где-то что-то вот вы пересекались. Я таки склоняюсь, что это все-таки не по работе, это вот именно денежно-рыночные отношения. Так, давайте-ка посмотрим, а почему она следит за вами, да? Почему она следит? Так. А знаете, она ваша тайная поклонница. Я вам могу сказать, что вот и сейчас она в не очень хорошем таком настроении находится. Плюс вы давно с ней не пересекались. Ну, может быть, вы не заходили давно в то место, вот где она работает, да, может быть, в том магазине давно не были, либо же там в той же там парикмахерской, либо, ну, вспоминайте, у каждого это будет свое. И она как-то вот загрустила, запереживала, и она решила, вплоть до того, что найти как-то ваш телефон, либо же это в соцсетях она будет вас искать, да, вот только как она будет искать, вот и мне прям интересно, да, вот в соцсетях, ну имя-то она знает, ну хорошо, ну то есть вот она, так, хорошо, давайте уточним все-таки, потому что я не очень могу понять, как она следит за вами тогда. Знает ли она ваши данные? Знает ли она ваши данные?
Да, вот однозначно, вот вы пересекались, когда вот и вам было плохо, вот она чем-то помогала. Теперь же вот плохо ей. Она знает ваши данные, да, смотрите. То есть это, ну, может быть, даже, ну, к примеру, возьмем доктора, да, там есть и имя, и фамилия, да, там какой-то даже телефон. То есть данные ваши она знает, потому она и следит за вами. Ей хочется, знаете, вот поскорее с вами пообщаться. Вы очень ей понравились. Давно вы там не были. Еще раз говорю, давно вы не общались с ней. Ну, давно это понятие для всех по-разному, это относительное. Но я вот склоняюсь, да, это может быть и тот же и доктор, и там, где вот именно проплата какая-то. Вот, теперь у меня все стало на свои места. Смотрите, она вам очень симпатизирует. Вот вы пересекались, да, это я так коротко резюмирую. Вы пересекались, вы общались, да, вы были в таком не очень хорошем настроении, она вам помогала, да, вот как-то такой лекарь души своего рода был. Сейчас же в последнее время вы не пересекаетесь, вы не ходите туда, там, где она есть. И она вот загрустила, она потому начала вот вас искать хоть где-нибудь, хоть в соцсетях, да, либо же там в мессенджерах. Позвонить, либо написать вам она не решается, она боится, что вы ее не так поймете, да, либо же вы, ну, не воспримете ее как женщину. Она просто не решается. Вот какой-то период она еще будет ждать, я пока не вижу ее действия. Давайте-ка на перспективу посмотрим, будет ли она что-то делать, вот проявится ли она как-то к вам. Вот она именно, видите, она именно настроена на семью, на серьезные отношения. Но вот она боится, что вы ее прогоните, потому она и не открывается. Хотя она тайная ваша поклонница. Она очень, посмотрите, почему-то ее посещают постоянно такие негативные мысли. Вот она очень боится, что все разрушит. Вот она сделает шаг к вам, и вы либо ее прогоните, либо не захотите с ней общаться. Вот даже на дне колоды она боится разбитого сердца. То есть у человека такой, ну, своего рода комплекс какой-то, да, перед отношениями. Может быть, он идет, этот комплекс из прежних еще отношений, когда ее там обидели, унизили и так далее. Ну, то есть вот она пока не решается. Она однозначно не решается, она боится разрушения, что вообще тогда никаких отношений не будет. Странно как-то, все странно. Что же будет дальше? Будете ли вы с ней вообще? Да, вы пересечетесь. Вы пересечетесь с ней. Смотрите, вот она не будет проявляться первая. Через какое-то время вы пересечетесь с ней, снова начнется ваше общение, причем вы сами появитесь там. Это будет не какая-то где-то случайная встреча с ней, нет, вы снова появитесь там в магазине в том, либо же там, я не знаю, парикмахерская, где угодно. Вы пообщаетесь. И смотрите, уже вот вы взглянете на нее по-другому. Вот она что-то такое вам либо скажет, либо сделает, что заставит вас задуматься о ней уже как о женщине. Но я думаю, что это будет намек, вот чисто женский намек. Ну, знаете, обычно женщины умеют и строить глазки, хоть мужчины особо намеки и не понимают, да, вот как обычно говорят психологи. Но здесь будет так тонко сделан намек, что вы поймете, что вы ей интересны. Вот она следит за вами, чтобы просто, вы знаете, как говорят, фотографию посмотреть, хоть в мессенджере, хоть где-то там на страничке в соцсетях, потому что она на вас запала, вот если по-простому, да, вы ей понравились. Ну, поскольку вот вы ничего особо не проявляете к ней, никаких шагов, никаких поползновений, она и не решается. Плюс у нее куча страхов, комплексов, что вы ее прогоните. Но вот придет время, вот я всегда говорю, всему свое время, ну, значит, так должно быть, да? Что так именно должно быть по судьбе, что вы чуть попозже с ней начнете общаться. И вы заметите, причем, что женщина довольно такая и хозяйственная, и работящая. Вот именно такие женщины созданы как раз для семьи, для серьезных отношений, а не для того, чтобы вот гулять, как бабочка порхать, да?
Она много чего пережила. Она, начиная от сытой, обеспеченной жизни, она вот сейчас, вот я думаю, она стала попроще, эта женщина. Поэтому пусть вас не пугает ее ни характер, ни какие-то, может быть, там, вот как говорят, вот деньги портят людей. Нет, вот эту женщину деньги не испортили. Она не будет не доить никого, она не будет, я не знаю, там искать мужчину, который обеспеченный. Нет, она этого как бы уже насмотрелась в своей жизни, и ничего хорошего там не произошло. Поэтому она смотрит именно на человека. Поскольку она запала на вас, поскольку вы ей понравились, то уже будете действовать вы, да, вот она так это все обставит, что уже вы начнете действовать, вы взглянете другими глазами на нее. И тогда уже у вас получится романтик, который искренне я вам желаю, и который в ваших руках, ваши дальнейшие отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!